Ты когда-нибудь сидел в полной тишине и чувствовал, как будто весь мир замер? Нет новостей, нет Джерома Пауэлла, просто пустой экран и ты. И только один вопрос: что это все значит? Не куда пойдет рынок, а зачем он вообще двигается? В детстве нам казалось, что рынок — это что-то далекое. Суета взрослых, деньги, графики, непонятные слова. Но потом ты оказался внутри, и ты понял. Это не просто цифры, это живая система, в которой каждая свеча — это чья-то надежда, чей-то страх, чья-то ошибка или чье-то мастерство. Рынок не существует сам по себе. Он появляется там, где встречаются желания, где сталкиваются интересы, где одни хотят купить, а другие продать. И если смотреть глубже, это не просто покупки и продажи, это аукцион. И только поняв его природу, ты начнешь понимать, куда ты попал и какую роль играешь в этой системе. Но даже этого недостаточно, потому что рынок не машина. Он не ждет тебя, он не объясняет, он двигается по своим законам, основанным точно не на классической логике. И пока ты гоняешься за каждой свечой, ты теряешь главное – себя, свой ресурс, свой ментальный капитал. Этот ролик не про куда входить, этот ролик про как видеть, про то, как понять, что рынок – это не график, а диалог. И что твоя задача не торговать каждое движение, а увидеть момент, когда баланс нарушается и появляется смысл действовать. Представь себе зал. Красивый, старый особняк где-нибудь в Лондоне. Аукционист стоит за деревянной кафедрой, перед ним редкая вещь, например, винтажные часы Rolex 1965 года. Он поднимает молоток и говорит: открывают торги, начальная цена 10 тысяч фунтов. В зале коллекционеры, инвесторы, люди, которые знают, что перед ними уникальный лот. Один поднимает табличку 11 тысяч, другой 12 500. Кто-то подключен по телефону из Токио, кто-то делает ставку онлайн. И вот начинается торг. Не драка, не паника, а напряженная, тихая борьба интересов. Это называется британский аукцион, когда цена только растет, пока не останется один победитель. Но есть и другие. Например, голландский аукцион, когда цена постепенно снижается, пока кто-то не скажет «беру». Слепой аукцион, когда все ставки делаются одновременно и никто не знает, кто дал больше. Механизмов много, суть одна. Цена не устанавливается сверху, она рождается в процессе, через конкуренцию, через желание, через страх упустить. Аукцион — это не просто про деньги, это про то, сколько ты готов заплатить, чтобы получить что-то ценное. И цена всегда временная. Сегодня за часы готовы дать 18 тысяч, завтра 12 тысяч, потому что участники другие, настроения другие, обстоятельства тоже другие. Цена – это отражение моментного баланса интересов. Теперь, когда ты понял, что такое аукцион, без графиков, без свечей, можно переходить к рынку. Рынок – это не место, не график и уж точно не казино. Рынок – это живая экосистема, в которой пересекаются интересы тысяч, миллионов людей. Одни – фонды, управляющие чужими деньгами, другие – трейдеры, у которых на счете их последняя зарплата. Кто-то спокоен, как айсберг, кто-то нервничает, как студент на экзамене. Но всех объединяет одно – желание обменять что-то на что-то по наилучшей цене. Представь огромный зал, где одновременно говорят на сотни языков. Кто-то орет «покупаю», кто-то шепчет «продам», но только если пойдет выше. Кто-то просто смотрит, ждет. Кто-то уже вышел из сделки, но остался внутри эмоционально. Это и есть рынок. Пространство, где цена формируется из бесконечной переплетенности эмоций, логики, нужд и страха. На каждом уровне цены есть тот, кто хочет выйти, и тот, кто хочет войти. Есть те, кто играет на повышении, и те, кто шортит. Одни защищаются от риска, другие рискуют всем. И вот в этой суматохе формируется баланс, или наоборот его потеря. И все это отражается в одной простой вещи – движении цены. Важно понять, рынок – это не борьба добра и зла, не победа быков над медведями. Это всего лишь структура спроса и предложения, оформленная в динамику. И если ты хочешь здесь выжить, тебе не нужно кричать громче всех, тебе нужно слушать тише всех. Где тонко, там и рвется. Где перекос, туда и направляется рынок. Где паника, там ликвидность. Где надежда, там убыток.
И только тот, кто способен видеть экосистему как единое целое, начинает понимать, рынок не двигается случайно, он двигается, потому что его вынуждают двигаться. И когда ты понял, как работают аукционы, почувствовал пульс живого рынка, пришло время соединить эти идеи в одно целое. Это и есть теория рыночного аукциона. И, пожалуй, это самая недооцененная, но фундаментальная логика всех ценовых движений. Теория рыночного аукциона говорит нам простую вещь. Цена – это не продукт какого-то тайного алгоритма, не каракули на графике, не реакция на новость. Цена – это результат непрерывного процесса торга между покупателями и продавцами, между желаниями и страхами, между «хочу сейчас» и «может подожду». Когда спрос и предложение находятся в равновесии, рынок входит в состояние покоя. Цена стоит на месте или колеблется в узком диапазоне. Это состояние называется баланс. Здесь никто не хочет спешить. Все согласны, эта цена нормальная. Это и есть зона справедливой стоимости, или fair value. Место, где товар находит временную цену, устраивающую обе стороны. Но рынок не статичен. Он как маятник, которому не дают покоя. Потому что одни участники накапливают интерес к покупке, другие – к продаже. Кто-то устает ждать, кто-то видит сигнал, и вот наступает момент, бум, баланс нарушается. Именно в этот момент, когда одна из сторон теряет терпение или силу, цена начинает двигаться. Почему? Потому что аукцион продолжается, но теперь одна сторона отступает или наоборот становится агрессивнее. Начинается новый виток поиска равновесия. В этом и есть суть теории. Цена движется, когда аукцион выходит из баланса. Рынок ищет новую справедливую стоимость и делает это через движение, вверх или вниз, в зависимости от того, кто в моменте сильнее. И если ты это понимаешь, ты больше не смотришь на график как на набор загадок. Ты начинаешь видеть, где был баланс, где началось смещение и где толкнули цену, и где теперь рынок будет искать новый дом. Ценообразование – это не магия, не реакция на новости и не мнение аналитика. Цена формируется там, где встречаются намерение и возможность, то есть где кто-то хочет купить или продать и где он может это сделать. Каждая цена – это договор. Прямо сейчас на рынке кто-то сказал: «Я готов отдать вот столько», а другой ответил: «Меня это устраивает». Сделка совершилась, цена изменилась на один тик, но что заставляет цену идти дальше? На рынке существует невидимая, но мощная сила – ликвидность. Это не просто объем, это обещание. Обещание того, что на определенных уровнях есть желающие купить или продать. И цена движется туда, где эта ликвидность собрана в виде стопов, отложенных ордеров, эмоций, ожиданий. Рынок всегда ищет топливо. И это топливо – ликвидность. Внизу стопы лонгистов, вверху стопы тех, кто шортит. Цена как дрон, ищущий сигналы, где есть накопление энергии, где можно съесть ликвидность и двинуться дальше. И вот тут включается вторая мощная вещь – стимул. Стимул – это то, что заставляет сторону проявлять инициативу. Это может быть страх упустить, желание спастись, вера в рост, паника. В какой-то момент кто-то говорит: «Я больше не жду, я действую». Он врывается маркетом, он толкает цену. И это уже не просто цена, это следствие поведения, вызванного стимулом. Итак, цена – это результат аукциона. Движение – это результат дисбаланса. А дисбаланс возникает там, где одна сторона активна, вторая слаба, и между ними лежит зона с ликвидностью. Это основа любого ценового движения. Рынок не двигается просто так. Он движется от ликвидности к ликвидности, в промежутках ребалансируя ценовые неэффективности. Эти неэффективности – следствие резких движений, когда кто-то ворвался слишком агрессивно и оставил за собой недостроенный мост. Рынок потом возвращается и достраивает его, чтобы двигаться дальше, потому что иначе нестабильно, несправедливо. Ценообразование – это вечный торг, вечная охота за топливом, вечный поиск справедливости. Кто это понимает, перестает торговать против графика. Он начинает торговать против чужих иллюзий и на этом зарабатывать. Представь себе рынок как оживленную площадь. Здесь собираются покупатели и продавцы. Они смотрят друг на друга, слушают, спорят, но в какой-то момент договариваются, находят цену, которая устраивает большинство. Это и есть зона справедливой стоимости. Fair value. Зона справедливой стоимости – это не конкретная цена, это диапазон, в котором актив чувствует себя дома, где никто не спешит, где и покупатель, и продавец согласны. Да, на сегодня это нормально.
Объемы идут, цена стабилизируется, движение замирает. Это похоже на дыхание рынка между выстрелами. Но баланс — это временно, всегда, потому что рынок живой. Кто-то захочет большего, кто-то вдруг испугается, вдруг изменятся ожидания или терпение лопнет. И тогда все начинается. Маленький сдвиг, за которым следует лавина. Вот тут и появляется дисбаланс. Что это? Это когда одна сторона становится активнее. Продавцы давят сильнее, а покупатели уходят. Или наоборот, возникает перекос. А там, где перекос, там движение. Рынок выходит из зоны комфорта. Он ищет новую справедливость. Что важно? Баланс дает накопление ликвидности. Дисбаланс – это разрядка. И именно в этот момент зарождаются импульсы. Не потому, что надо было расти, а потому, что одна сторона не выдержала и начала толкать. Многие трейдеры путают баланс со скукой. Думают, ничего не происходит, пойду в сделку. Но хороший трейдер ждет. Он понимает, что все настоящие движения начинаются, когда появляется дисбаланс. Ты не угадываешь рынок. Ты наблюдаешь, где участники договариваются, а где уже рвется терпение. Потому что когда цена покидает справедливую стоимость, она уходит искать новую истину. И если ты умеешь видеть, где был баланс, ты сможешь догадаться, где будет следующий. Перед финальными эпизодами объявление. Хочу на этой неделе провести 10 бесплатных консультаций по любой теме трейдинга, начиная от психологии, заканчивая выбором брокера. Чтобы попасть, надо всего лишь заполнить небольшую анкету по QR-коду на экране, либо по ссылке в моем телеграм-канале. Это бесплатно, лично, 1 на 1. И почему именно через анкету? Потому что за 60 секунд вы расскажете о своей ситуации, и я уже буду понимать, где у вас главная проблема в трейдинге, что именно мешает прийти к стабильности и прогрессу в этой работе. Поэтому на консультации мы не будем тратить время впустую, а сразу перейдем к конкретным шагам и решениям под вас. Мест осталось всего 7, потому что до выхода этого выпуска я уже опубликовал ссылку на анкету в своем телеграм-канале. Тем, кто успеет, мое время и внимание. Заполняйте. Рынок – это не спорт. Здесь не платят за количество сделок, не аплодируют за агрессию. Здесь платят тем, кто понимает, что делает и умеет ждать. Потому что задача трейдера – не поймать движение. Его задача – увидеть дисбаланс, дождаться проявления инициативы и монетизировать это движение, сохранив при этом себя. Каждое движение на рынке – это чье-то поведение. Кто-то испугался, кто-то поверил, кто-то ошибся. А задача трейдера – быть вне этого шума. Смотреть не туда, где сейчас красиво, а туда, где было накопление, будет выход и начнется борьба. Ты как охотник, но не тот, кто бегает по лесу с ружьем и стреляет во все, что движется, а как тот, кто знает, зверь сам придет к воде. Важно выбрать точку, замереть, ждать, а потом действовать мгновенно, четко и без эмоций. Ты не должен быть прав каждый раз. Не обязан угадывать каждый разворот, но ты обязан видеть, где рынок был в балансе, где происходит сдвиг и где начинается пробой старой справедливости. И именно там ты входишь. Именно там твоя вероятность. Но это еще не все. Монетизировать не значит войти. Это значит войти на понятном, конкретном сигнале. Войти не по эго. Не дать рынку забрать у тебя больше, чем ты готов отдать. Это значит выжить, чтобы завтра снова быть в игре. Задача трейдера не в том, чтобы торговать, а в том, чтобы пережить рынок, сохранить свой ментальный капитал и быть готовым к следующей возможности. Потому что на рынке выживают не самые быстрые, а самые устойчивые. Это не бизнес про азарт, это бизнес про дисциплину. Не про угадывание, а про ожидание. Не про куда пойдет, а про где я хочу быть, если пойдет. И если ты не понимаешь, где ты находишься в системе координат, ты не трейдер. Ты просто ставишь фишку и молишься. Ты можешь знать все модели, понимать структуру, ликвидность, дисбаланс, быть технарем с идеальной разметкой, но все это пыль, если ты не умеешь управлять собой, потому что твоя самая главная валюта в трейдинге не деньги, не сетапы, даже не доллары, а ментальный капитал. Ментальный капитал – это твоя устойчивость, твоя энергия, твоя ясность ума. Это способность сохранять внутреннее равновесие даже тогда, когда снаружи все шатает. Свечи летят, цена идет против тебя, твиттер кричит «крах», а внутри тебя все спокойно. Или хотя бы не сорвано с цепи. Ты не робот, ты живешь. У тебя есть отношения, семья, проблемы.
усталость. И чем больше ты будешь прожигать себя в сделках без смысла, тем меньше у тебя останется ресурса. Не только для трейдинга, но и для жизни. Не трать ментальный капитал на то, что не стоит твоего времени, не сливай его на токсичные привычки, не бросай его под ноги рынку в надежде отыграться. Сохраняй его, копи, уважай себя, даже если сделка не удалась, потому что важно не только, что ты делаешь, а в каком состоянии ты это делаешь. Ментальный капитал как иммунитет. Его не видно, но он определяет, как ты реагируешь на стресс. И именно он твой главный фильтр между импульсом и решением, эмоцией и действием, сделкой и ошибкой. Когда ты сохраняешь ментальный капитал, ты сохраняешь способность видеть возможности, а не ловушки. Ты торгуешь из силы, а не из нужды. Ты ждешь рынок, а не гоняешь его по графику. Ты становишься не игроком, а участником системы, который не нарушает ее, а использует ее в свою пользу. И если собрать все воедино, трейдинг перестает быть хаосом. Ты видишь, где рынок договаривается, где начинает выходить из баланса, где появляется стимул, где можно войти и где лучше отойти. И ты понимаешь, что главная твоя задача не торговать как можно больше, а торговать как можно чище, чтобы не сливать ни депозит, ни себя. Подписывайтесь на канал, если вам интересна сфера финансовых рынков и трейдинга. Выпуски выходят каждую неделю, и у нас очень много полезных материалов, которые вам точно пригодятся в своей работе. Также перед вами QR-код на телеграм-канал, где все самое новое, обо всем узнаете раньше всех. И ставьте лайк или дизлайк, если вдруг видео не понравилось, и напишите в комментариях, если было полезно, и о чем снять следующее видео. И пока!